В Сиэтле, на берегу залива Пьюджет-Саунд, возвышался современный особняк, принадлежащий миллиардерше Лоррейн Винтерс. 20 лет назад она утратила способность ходить из-за неожиданного приступа болезни, и с тех пор ее мир сузился до просторных комнат, наполненных роскошью, но лишенных живого тепла. Стены были украшены картинами, потолки сияли светильниками, но воздух в доме был тяжел от долгих лет одиночества. Ее сын, Майкл, внимательно заботился о матери, нанимая лучших медицинских специалистов и обеспечивая ее всем необходимым. Он смирился с мыслью, что мать больше никогда не сможет ходить. Лоррейн проводила дни у огромного окна, глядя на залив и вспоминая танцы молодости, которые казались навсегда потерянными. Однажды в особняк пришла новая помощница, Эмили, женщина с мягкой, но непоколебимой уверенностью. Она заметила то, что оставалось незамеченным для других. Дрожь в руках Лоррейн, тоску в глазах, застывший взгляд на фотографиях прошлого, напряжение при каждом движении. Эмили не подчинялась строгим правилам Лоррейн, а обращалась к ней с уважением и вниманием, медленно завоевывая доверие. Начались ежедневные тренировки, мягкие растяжки, осторожные движения, легкий массаж. В первые дни Лоррейн сопротивлялась, слезы текли по щекам, боль и усталость казались непреодолимыми. Но Эмили была терпелива и настойчива, тихо повторяя, что тело помнит свои возможности, нужно лишь помочь ему вспомнить. Постепенно ноги Лоррейн начали откликаться. Сначала трепетали пальцы, потом она смогла сделать небольшой шаг. Через несколько недель настал день, когда Лоррейн поднялась с коляски. Сердце колотилось, руки дрожали, но она стояла. Эмили держала ее за руку, как надежную опору, и Лоррейн сделала первый уверенный шаг по мягкому ковру, а затем еще один и еще. В это время Майкл вошел в комнату. Он замер, не веря своим глазам. Мать, которая долгие 20 лет была прикована к коляске, теперь стояла и двигалась сама. Лоррейн улыбалась, смеясь, а в ее взгляде сверкала та энергия, которая казалась утраченной навсегда. Вскоре Лоррейн сделала свой первый танец за 20 лет. Сила, которую никто не мог вернуть, пробудилась благодаря терпению, заботе и вере Эмили. Особняк наполнился светом и жизнью, и Лоррейн поняла, она снова жива. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.